Здравствуйте, это Лобковский Михаил. Программа «Взрослым о взрослых». Тема у нас сегодня интересная. Как перейти от ущербных отношений к здоровым. И для того, чтобы в этой теме разобраться, я сначала расскажу очень такие понятные, простые вещи. Что такое ущербные отношения? Многие же все-таки не психологи, и они не обязаны знать такие понятия. Это отношения, где вы не получаете удовольствия, прежде всего. Если вы такой конченый мазохист и вам нравятся так называемые садомазохистические отношения, считайте, они у вас прекрасные. Но если вы обычный, здоровый психический человек, который хочет, чтобы его любили и уважали, чтобы ему звонили и перезванивали, чтобы его целовали и дарили цветы, ну, если вы девочка, и бритву с кремом для бритья, конечно, если вы мальчик, и ничего этого не происходит, вас забывает, об вас, как вы жалуетесь часто, вытирает ноги, с вами не считаются, вас используют и бла-бла-бла, то у вас отношения ущербные. И вы это сами чувствуете, потому что вам эти отношения приносят страдания. Но, к сожалению, большинство невротиков называет эту историю следующим образом. А я, говорит, его люблю. Или мужчина говорит, а я без нее жить не могу. Вот этот момент самый интересный. Потому что, как было сказано в известном фильме «Подкидыш», девочка, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу? Она говорит, на дачу. Муля, ты слышал? Она хочет на дачу. К сожалению, большинство людей хочет, чтобы им оторвали голову. Почему? Потому что у них с детства привычки к страданию. Они привыкли к такому к себе отношению со стороны взрослых, когда им еще было 5 лет. И сейчас, когда у них такой, как они считают, роман, то они прямо всей душой, всем сердцем в этом романе. Они страдают, но любят. Поэтому с этим практически ничего сделать нельзя. Люди живут в этих ущербных отношениях. Так вот, первое, что вы должны сделать, чтобы выйти оттуда, сказать себе следующее. Я никого не люблю, но я невротик, поэтому я получаю вот это вот странное такое мазохистическое удовольствие от того, что ко мне плохо относятся, потому что моя главная эмоция – это жалость к себе. Мне надо найти повод, чтобы себя пожалеть. И мой парень, он надо мной издевается, и это заставляет меня плакать, и для меня он тот мужчина, который заставляет меня плакать, и поэтому я его люблю. Вот это вот весь феномен невротических ущербных отношений кроется именно в этом. Я вам приведу пример про себя. Я курил 37 лет, и я любил курить. Прямо с детства как начал, так и любил. И когда были разговоры о бросании курить, я говорю, а как я могу бросить то, что я люблю? Я же люблю курить, я это не могу бросить. И я как раз бросил курить после того, что я сказал себе, ничего я не люблю. Это все бред, но я зависимый, у меня есть проблема, я невротик. Я бы перестал курить, но не могу этого сделать. Вот в тот момент, да, после этого, через месяц я курить перестал и уже не курил лет 6. Если вы меня сейчас понимаете, то все, что вы должны сделать для начала, это сказать себе. Я никого не люблю, но я эмоционально, я не знаю, адреналиново, сексуально, как хотите, зависим или зависима. На самом деле, мне очень плохо в этих отношениях, но я понимаю, что у меня, к сожалению, есть потребность испытывать страдания. И поэтому я никак не могу их разорвать. Это будет первый шаг. Вы не будете называть это нервное состояние любовью, и вам будет гораздо проще выходить из отношений. Это первое. Второе. Есть у меня третье правило из 6, оно очень интересное. Оно звучит следующим образом. Сразу говори то, что тебе не нравится. А дальше есть одна маленькая подробность. Говорить вы можете только один раз, если человек свое поведение не меняет. Вы не можете ему говорить такие вещи. Я же просил тебя. Мы же договаривались. Ты же обещала. Это тупо жалоба. Вы можете сказать только один раз, мне это не нравится, мне это неприятно, я так не хочу. Более того, и если это продолжится, я уйду. И после этого или вам все уже нравится, что вряд ли, конечно, и, скорее всего, просто уйдете. Конечно, по дороге вас будут преследовать такие глюки под названием такой любви у меня больше никогда не будет. Я могу остаться теперь на всю жизнь одна. А вдруг он развелся бы и женился на мне? А вдруг она ушла бы от любовника, и мы бы жили вместе? А вдруг он когда-нибудь полюбит меня? Ну и так далее. Нет, ничего не будет. Если человек головой об асфальт не ударится, ему лоботомию, трепанацию черепа не сделают, то еще с какой радостью он будет меняться по отношению к вам? Не будет. Но многие люди
которые боятся остаться одни, которые боятся, что никогда дальше не выйдут замуж, которые боятся, что никогда такого человека больше не встретят. Их фиг уговоришь. Они будут тупо стоять на своем, что это любовь в моей жизни, и такого больше не повторится. На это я обычно говорю, женщин в этом мире примерно 4 миллиарда, мужчин где-то больше 3 миллиардов, на всех хватит, друзья мои, не переживайте. Спокойно становитесь в очередь. Ну и вспоминается знаменитая шутка про мужчину, что он как троллейбус, один ушел, придет другой. Но для этого надо быть в себе уверенным, и не надо бояться остаться одной или одному, и там никогда больше не полюбить, никогда больше не выйти замуж и так далее. Итак, первое, вы запомнили, вам надо перестать называть свои страдания любовью, а честно назвать их зависимостью. А второе, сказать себе, что если мне это не нравится, то я просто соскакиваю. Вы, как любой наркоман, конечно, изначально будете испытывать ломку, будете страдать, рыдать, названивать, выяснять отношения, свернетесь, как в фильме Поланского «Горькая луна» на коврике перед дверью. Вы должны, видимо, всю свою наркоманскую вот эту историю как-то, довести до конца. Это какое-то время может продолжаться. Кстати, может и не продолжаться. Но если вы научитесь со всеми людьми так поступать, как я вам говорю по третьему правилу, сказать «мне не нравится», если ситуация не меняется, то уйти, то вы даже страдать сильно не будете. Так, порыдаете для приличия, может, недельку, и отпустит. Вот какие главные вещи, с которых я хочу начать. Как перейти из ущербных отношений в здоровые. И теперь я буду отвечать на ваши конкретные вопросы. Надеюсь, что вы будете задавать по нашей теме, потому что я смотрю очень много сообщений, половина из них немножко... Да, друзья мои, я, конечно, про мальчиков и девочек, но я хочу расширить наш разговор. Ущербные отношения бывают у родителей с детьми. Ущербные отношения бывают у друзей между собой. Добрый вечер. Добрый вечер. Зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Надя, мне 25 лет, и я хотела, во-первых, вас поблагодарить за ваши программы. И то, что я хочу вас спросить, касается непосредственно ущербных отношений, в которых я состояла 3 года. Дело в том, что я живу в Европе, и я встретила человека, который тоже чувствовал себя чужим, и он из Латинской Америки, и мы с ним встречались 3 года. Это были что ни на есть самые ущербные отношения в моей жизни, может быть, старательница. В чем была такая ущербность? В чем это выражалось-то? Выражалось в кошмарном непонимании друг друга, то, что я хотела какого-то внимания и хотела от него каких-то действий, которые бы я, наверное, ожидала от мужчин моего менталитета. Этого я не получала. У него были другие какие-то совершенно цели. И что самое интересное, что любила безумно я, ему было все равно, и я закончила эти отношения. Ломка продлилась у меня месяц. Потом я поняла, что скучать мне не почему. Хорошего ничего практически не было. Я себя почувствовала совершенно хорошо. То, что вы сейчас говорили о наркомании, да, вот то же самое со мной произошло, и я была очень горда собой, что я прекратила эти отношения, и прошел уже год. За год я встречала очень много парней, мужчин, которые мне нравились, которым я нравилась, но при малейшей какой-то проблеме я сразу все прекращала, потому что лучше сейчас, чем потом опять вляпаться, понимаете, да? Да, вы молодец. Да, я просто хочу тоже обратиться к людям, у которых такая же проблема. Надо сказать себе одну фразу: меня же не на помойке нашли, сколько можно? Ну да, это, знаете, фраза помогает. Да, это очень помогает, потому что потом мне было все равно, кто что говорит, почему ты сегодня с одним, завтра с другим, да какая мне разница? Мне главное, чтобы мне было хорошо. Если что-то мне не нравится, я говорю, не меняется. Зачем я должна терпеть? Я так много времени потеряла, я 3 года потеряла. Спасибо вам. Спасибо. Добрый вечер, Михаил. У меня ребенок от женатого. Узнала о беременности после как рассталась. Вышла замуж за другого, потому что одной было страшно, принял ребенка. Сейчас отношения с мужем. Мы отстранены друг от друга, не хочу его. Ночью привыкла и думаю, что развод будет предательством по отношению к нему, к ребенку, боюсь навредить. Вопрос, стоит ли говорить настоящему отцу, что ребенок растет от него? Или как решиться на развод, угомонить чувство вины? Вот такое недлинное сообщение, но интересно здесь все. Вот смотрите, женатого-то мы любили, а этот, который принял беременную или уже с ребенком, не любим.
Потому что у невротика, у него очень интересно, выбор партнеров происходит. Вот чем хуже к нему относится, тем больше он любит. И не знаю, хотите говорить, хотите нет, я здесь не должен вам давать советы. Ребенку вам надо будет сказать, кто его родитель на самом деле, вот по какой причине. Врачи считают, что чтобы понимать генетику, чтобы понимать, какие могут быть заболевания наследственные, надо обязательно знать своих биологических родителей. Михаил, вечер добрый. Многие ситуации упираются в страхи. Я пока не слышал, чтобы вы говорили про то, как работать со страхами. Например, я не мог поехать так, нет. Во Вьетнам не мог со змеей, нет. Мы про ущербные отношения со змеями сегодня говорить не будем. Ребенок опять... Друзья, я же прошу, пишите все-таки по теме программы. Я катастрофически не переношу детей, от слова совсем. Давайте я на этот вопрос отвечу, он хоть косвенно как-то касается. Надоело лживо умиляться фотографиями детей коллег, врать, что они красивые, не терплю их в транспорте, бесят глупые дети в магазине и просто бегающие по улице. В чем кроется причина ненависти к этим созданиям? Мне 26 лет, Ирина. Как говорят в таких случаях, Ирина, вы их не любите, вы их просто готовить не умеете. А причина очень простая. Если у вас было тяжелое детство, у нас прямо опять накрылся телефон, у меня такое полное ощущение в очередной раз. Да. Если у вас было трудное детство, тяжелое, то, скорее всего, вот эти воспоминания о неприятном детстве заставляют вас также относиться к детям. Вы на них как-то переносите отношение к себе, скажем так. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Продолжайте, Галина, не останавливайтесь. Михаил, еще раз здравствуйте. И здравствуйте, радиослушатели. Очень рада, что дозвонилась. Благодаря вам, Михаил, я узнала, что... Что такое родиком... секс и любовь, точно? Что, простите? Шучу. Продолжайте. Благодаря вам и вашим передачам я узнала, что являюсь невротиком в третьем поколении. То есть у меня родители невротики, и родители моих родителей тоже невротики были. Вот сейчас я сама родительница, у меня есть сын, ему 3 года. Муж мой тоже невротик в третьем поколении. И, в общем-то, полгода назад я приняла решение, что не могу больше с ним жить, ввиду того, что наши взгляды на воспитание сына все больше и больше стали расходиться. И, в общем-то, понимаю, что отношения с мужем у меня отвратительные. Я как-то побоялась их продолжать, просто чтобы свою психику уберечь и психику подрастающего сына. Ребенка. Так. А в чем ваш вопрос, Галя? Вопрос в том, что, приезжая раз в неделю, сейчас наш папа общается ущербным образом с ребенком, я это вижу. А что именно он делает не того? Вы знаете, на самом деле, может быть, он делает и что-то то, но, к сожалению, ребенок-то на это реагирует плачем, а я в данном случае вижу, что это, психическое насилие. А что он делает? Просто доводит его до слез. Каким образом? Не как с 3-летним малышом, а как со взрослым мужчиной, понимаете? Например? Например, вот сегодня буквально мы пришли с прогулки, и ребенок говорит, я хочу чупа-чупс. Так. Я говорю, хорошо, сынок, чупа-чупс тебе будет, но сначала мы пообедаем. Хорошо, мы сели пообедать, ребенок немного не доел и говорит, папа, теперь ты мне дашь чупа-чупс? Папа сказал, пока ты не доешь, чупа-чупс не получишь. Ребенок оттолкнул тарелку от себя. Для меня это знак, что он сытый, потому что я хорошо знаю привычки своего сына. И он сказал, пап, как же, а чупа-чупс? Я говорю, пап, ребенок он покушал, может быть, все-таки мы дадим ему чупа-чупс? На что мне папа сказал, так, не мешай, и сыну сказал, я тебе сказал, никакого чупа-чупса пока не съешь. И снова двигает ему эту тарелку. Ребенок уже ее отодвигает так, что остатки супа проливаются, я убираю тарелку. Да, ваш вопрос? Давление. Просто я говорю о том, что как мне со своей тревожностью повышенной, со своей вот этой вот гиперответственностью, как мне себя избавить от вот этих мук, которые я испытываю, видя, как мой муж, мое мнение насилует. Спасибо, Галя. Очень все непросто. Дело в том, что если ваш муж бы избивал физически ребенка, можно было его или лишить прав, или ограничить в правах. Ограничение в правах предполагается общение отца с ребенком, или матери, кого ограничат, в присутствии третьих лиц. А если вы
просто не будете давать общаться там мужу с ребенком, он может брать его, так сказать, неопределенно еще такие вещи, что вот как бы не ограничен пока в правах. Не знаю, будет конфликт. Это можно делать только через суд, через органы опеки. То есть вы считаете, что действия отца наносят ущерб психике ребенка, на лицо психическое насилие, и предлагаете, или, значит, ну, чтобы были какие-то условия для общения, вот присутствие вас, хотя присутствие вас ничего не дает. Или вообще лишение прав. Здесь надо с юристами поговорить. Потому что такая тема, вроде бы, объяснить можно, объяснить нельзя. Более того, вот эти разногласия по поводу воспитания ребенка, на самом деле, к ребенку не имеют никакого отношения. Запомните, кто сейчас нас слышит. Когда муж с женой ссорятся по поводу ребенка, причина одна. Они выясняют отношения друг с другом, а ребенка используют как предмет как раз выяснения отношений. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Константин. Да, Костя. Я очень волнуюсь, поэтому прошу А чего волнуетесь? Я же даже вас не вижу. Просто волнительно. Ну, хорошо. Начну с того, что хочу сказать спасибо вам за ваши эфиры. Очень полезные. Спасибо. Вопрос. Я невротик, себя уже признал, очень много послушал на эту тему. Недавно тоже вышел из невротических отношений. Пока еще тоже идет ломка, мысленно разговариваю. Да-да, говорите. Проговариваю эти, в общем. Вот. Вопрос заключается в следующем. Я понимаю, что эти невротические отношения, то есть вообще мой идет с детства, с взаимоотношениями с родителями. И мне самому очень тяжело разобраться в этом. Как, поступить, чтобы эту ситуацию разобрать для себя? Смотрите, родители, при том, что они, знаете, так я бы сказал, очень смешная формулировка. У меня была недавно лекция, называлась она «Все о моей маме», «Все о моей матери». И там я сказал две вещи. Да, родители влияют на вашу жизнь, и нет, они не виноваты. Слышите меня, да? Алло. Да. То есть, то, что вы узнаете про родителей, ничего не изменит в вашей жизни. Они такие, какие есть. Вы можете мне привести пример того, как это сейчас влияет на вашу жизнь, как вам мешает, отравляет вашу жизнь? Хотя бы один эпизод этих невротических отношений. Внимания часто не хватает. Мне кажется, что, мне недостаточно уделяют внимания. Кто недостаточно уделяет? В отношениях. Кто? Партнер. Вы гей, у вас партнер или у вас девушка? Девушка. Девушка. Да. Угу. Вот что она не так делает? Когда я звоню, интересуюсь, какими-то событиями, так. Как-то пытаюсь ближе, а меня немножко так, мне кажется, что отодвигают. Так. Вот, и плюсом, не знаю, недостаточно интересуются, то, что со мной происходит. Вот смотрите, давайте попробуем эту историю разложить на правила, которые я вам говорил. Вам это не нравится? Да. А зачем вы с ним время проводите? Это вопрос сейчас был. И тишина повисла. Потому что другие, нюансы, моменты в человеке нравятся, а вот эти нюансы нравятся. Давайте без расчлененки. Или она вам вся нравится, или вам все равно, что в ней хорошо, что плохо. Не надо людей и жизнь делить на плюсы и минусы. Забудьте это. Она вам вся не нравится. Вся она вас не устраивает. Вас, в частности, не устраивает отношение к вам. Я правильно понимаю? Да. Просто возьмите и соскочите. И делайте так каждый раз. И уже через полгода вы себя не узнаете и не будете говорить о том, что мне уделяет мало внимания. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ульяна. 2 недели назад мой молодой человек прекратил наши отношения, потому что они подходили под описание невротических. И невротик в них я. Скажите, пожалуйста, как выбраться из депрессии и не допустить таких отношений с другими людьми? Я пойду к психологу, но стоит ли? И что мне ему вообще сказать? Сказать то, что вы меня спросили, к психологу идти стоит, если вы сами не можете разобраться с ситуацией.
А тут я не могу сказать, не знаю, что имеете в виду, уже не пишете, что за отношения, почему вас трактуют как невротика и так далее. Добрый вечер. Алло, Михаил, алло. Да, здравствуйте. Ой, здравствуйте, так рад, что до вас дозвонился. У меня на самом деле вопрос к вам больше, вот как раз по вашей теме. Я 10 лет ухаживал за одной девушкой, как бы чувствую себя невротиком после всех прослушанных от вас передач. И, наконец-то, мы вместе. Но все получилось совсем не так, как я планировал, потому что девушка оказалась тоже невротиком. Все ее молодые люди ее бросили и вышли, и как бы женились на других девушках. И вот мы ссоримся каждый день, у нас ничего не получается. И, собственно говоря, уйти от этих отношений очень сложно. Подскажите, что делать? Как вас зовут, во-первых? Ой, простите, меня зовут Денис. Денис, давайте начнем с самого начала. Вы что, маньяк? Вы в каком смысле вы 10 лет ухаживали за девушкой? Что это означает в переводе на русский? Это означает, что с момента, когда мы стали с ней близко общаться 10 лет тому назад, я влюбился в эту девушку, видел ее во снах и, собственно говоря, других девушек не замечал, потому что... Она вам не отвечала взаимностью. Я правильно понимаю, куда 10 лет ушло? Совершенно верно. Вы понимаете, что вы реально как псих себя ведете? Вы зациклились на девушке и 10 лет угробили на то, чтобы она стала вашей. Я правильно понимаю? Все верно. Наслаждайтесь теперь, Денис. Вы же за этим хотели 10 лет угробили? Нет, я на самом деле хотел семью с этой девушкой. Нет, вы не семью хотели. Дело в том, что семью можно хотеть с тем, кто тебя любит. А тот, кто тебя кидает 10 лет, простите меня за откровенность, какая нафиг с ним семья? Это абсолютно... Эта психиатрия называется вязкость психики. Вы не можете соскочить с одной темы. Вот вы себе вбили эту девушку. 10 лет у вас секса, как я понимаю, не было, правильно? Были отношения, но они, собственно говоря, знаете, так всегда разрушались, когда этой девушке что-то от меня было нужно. Ну, понятно. Короче говоря, отношения с человеком, который вас не любит, вам почему-то все захотелось добиться своего. Это, собственно, есть и ошибка, и невроз. И сейчас вы говорите, что сейчас все плохо, но вы уйти не можете, потому что она... Так я добился, мы живем вместе. Да, но вы же плохо живете, как я понимаю. Вы же ничего не добились на самом деле. Вы добились того, что плохо будете жить, до этого добились. А то, что когда у нас началось все хорошо, она сразу включила вот сценарий, как вы говорите, разрушение отношений, что я такой же, как ее бывшие молодые люди, что все закончится сразу плохо, но на самом начальном этапе. Разве это... Это же, но это ее выход. Ваш выход был в том, что вы на это потратили 10 лет. Здесь все не важно, потому что это отношение не про любовь, а про вот такую наркотическую зависимость с вашей стороны в основном от переживаний, от того, что ты страдаешь, от того, что тебя не любят, от того, что ты никому не нужен. И вы этим питались 10 лет. К сожалению, такие отношения имеют, как правило, один выход. Они опять заканчиваются тем, с чего вы начали. Почему? Потому что, когда человек, у нее должна была быть причина, а что она вдруг через 10 лет вас полюбила? В чем здесь, что случилось? Я предполагаю, что вот она как раз нагулялась, посмотрела на других молодых людей. Я весьма успешный как бы в бизнесе, у меня все есть в Москве. И, собственно говоря, единственный человек, который вышел за нее, подумала, что я ее брошу. Да, понятно. То есть ей нужен не любовь, ей нужна, чтобы... ее никто не бросал. К сожалению, это грустные отношения, ущербные. Я вам скажу то, что сказал молодому человеку до вас. Не нравится, соскакивайте, не выясняйте отношений, не ссорьтесь, не конфликтуйте. Скажите, меня это не устраивает. Если она с утра не становится другим человеком, до свидания. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Меня зовут Иона, и Михаил... неожиданно звонилась, немного нервничаю. Илона, да? Да. Вот я бы хотела у вас уточнить, невротические отношения были у меня или нет, из которых я вышла вот, буквально 2 недели назад. Причем я, наверное, спровоцировала мужчину, скажем так, выйти даже из этих отношений. Мы с ним вместе были год, он живет в европейской стране, то есть мы так наездами друг с другом. Вот вы знаете, что вы второй слушатель, который говорит, что живет в Европе. А я думаю, где я живу? В Азии? Нет, я живу в России. Я живу в России, он просто в европейском городе. Я шучу. Да. Ну. Вот.
И он оказался, для того, чтобы быть со мной, ушел от своей женщины, с которой было 15 лет. Оказалось, что он был алкогольно зависимым и наркотически зависимым. Для того, чтобы быть со мной, он бросил пить и бросил наркотики. Он поменял свою жизнь очень сильно. И, в общем, но степень моих требований, она все время возрастала. И, то есть, в последнее время я стала очень недоверчивая, и, как бы, есть, в принципе, основания, наверное, не верить, но я, короче, мозг ему, по-моему, выносила очень сильно со своим недоверием. И он мне сказал, что, послушай, так, в общем, невозможно уже. Вот, давай-ка ты сделаем паузу в отношениях, и ты вообще подумай, как ты ко мне относишься, хочешь ли ты со мной быть. Ну, а я это восприняла, что все, как бы, мы расстаемся, и вот, и я понимаю, что, видимо, невротик в этих отношениях я тут особенный, то есть такой абьюзер, так получается. И у меня проблема в том, что я не могу понять, что я к нему чувствую, хочу ли я этих отношений, не хочу. То есть я уже начинаю вам отвечать. Не хотите и ничего к нему не чувствуете. Понимаете почему? Да. Нет. Когда человека любит, у него нет такой странной идеи, я не понимаю, что я хочу, и нужно ли, и нравится мне ли. Когда он любит, он хочет быть вместе. То, что вы стали, это же с вашей стороны были завышенные требования, да, к нему? Да, да. То есть да. он вас просто тупо раздражал уже, правильно? Ну, да, да. Когда человека любишь, к нему никаких требований вообще нет. Просто, чтобы не умер, главное. Ну вот, а у вас его просто раздражает, и, собственно, вот это и есть ваше отношение. Следующий вопрос еще интереснее. Это он такой или у вас так со всеми? Правда интересно? Вы знаете, со всеми я обычно выхожу из отношений через какое-то время сама. То есть, вот, и он не стал исключением? Он не стал, да, исключением, но я с ним больше всех продержалась. Сколько? Боюсь спросить. Год. Ой, круто. Сколько вам лет? Мне 34. Год — это практически уже золотая свадьба, кто понимает. Смотрите, вам нужно с этим идти к психологу, потому что у вас сложные отношения с мужчинами. С одной стороны, вы испытываете потребность быть в отношениях. С другой стороны, вы в них себя не чувствуете комфортно. Поэтому все заканчивается вашим уходом. А причины разные. Одна из причин, кроме конфликтности внутренней, это «Здравствуйте, дорогие мама и папа». Вот. Скорее всего, собственно, это и есть причина, но так как я не фанат психоанализа, вам надо разобраться с тем, что с вами не так сегодня. Потому что иметь отношения — это очень хорошо, здорово, человек вообще существо социальное, то есть имеющее потребность жить в отношениях. А вы не можете как бы получить от этого удовольствие. То есть вам отношения нужны в основном для конфликта. Могу получить удовольствие первые пару месяцев, когда Ну, немного. Да. Как это свидание было без любви, разлука будет без печали. У меня к вам все, Илона. Я вам желаю разобраться с головой и, как-то продержаться больше года. Добрый вечер, Михаил. 2 года назад развелся. По банальным обстоятельствам потерял бизнес, начались материальные сложности. Жена попросту ушла. Потом год пытался ее вернуть, но ничего не вышло. Меня лишь использовали, я ее любил, плюс ребенок 5 лет. Это, кстати, все в одно предложение написано. Сейчас встал на ноги, хочу снова семью, детей. Вопрос. Смотрю на женщин через призму старых отношений, сравниваю с бывшей. Находясь с ними, не могу понять, комфортно ли мне с ними или нет. Не могу выбрать спутницу, боюсь, что меня опять используют. Игорь, 29 лет. Игорь, вот так, как вы рассказываете, получается, что вас используют. Я работу потерял, она ушла. Но мы же не знаем на самом деле, что было. Может быть, вы не работали, у вас были сложности в семье, ребенку 5 лет, а вы, может быть, пили, сидели дома, я не знаю, что зря на человека наговаривать. Но в любом случае, то, что жена от вас в результате избавилась, привело вам к 2 мыслям. Первое, что меня использовали, то есть кроме денег ничего от меня не надо. И второе, я теперь на всех так смотрю. На самом деле, когда у человека высокая самооценка, он в себе верен, он вообще не считает, что вы использовали. При этом у вас разные взгляды на жизнь. Например, жена работает, и ей непонятно, почему ее муж не работает, и она не может с этим жить. А вы, так сказать, не могли себя найти, и из-за этого она ушла. И все женщины разные. Некоторые любят абсолютно бескорыстно, даже если вы не будете работать, она будет сама вас кормить.
Собственно, я вам и желаю такое встретить. Добрый вечер. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вам дозвонилась. У меня вопрос про неэротические отношения, но про те, с которых нельзя соскочить, как вы говорите. Это отношения с мамой. Можно, но по-другому. Рассказывайте, в чем проблема в этих отношениях. Разберемся, как соскакивать. В общем, жизнь у нее не очень легкая была, и как бы это отразилось на ее отношении к детям. Она нас как бы любит, но у нее есть такая особенность, она с самого детства почему-то занижает мне самооценку. А как это выражается? Что она для этого делает или говорит? Она, не то, что там какой-то даже похвалы не было, она постоянно замечает во мне какие-то недостатки. То она про внешность мою что-то скажет, то про мои успехи повернет их в обратную сторону против меня. А вы знаете, в чем причина реальная? Не только у вашей мамы, у любого человека, который себя так ведет с вами. Не догадываетесь? Конечно. Какая причина? Низкая самооценка. Правильно. Она пытается на вашем фоне самоутвердиться, опуская вас. Это еще не все. И она пытается играть маму. То есть, пока она вас опускает, она какое-то влияние имеет. В принципе, имеет. Вы же, из-за этого переживаете, да, из-за ее оценки. И она продолжает, быть, как говорят психологи, референтной группой, а мы, простые люди, скажем, авторитетом для вас, да? Вот такая проблема. Даже обидеться не на что. Можно пожалеть маму, которая настолько имеет низкую самооценку, настолько себя не любит и не уважает, что ей, чтобы себя хоть как-то почувствовать человеком, надо как-то принизить дочь. Это первое. А теперь ваш вопрос. Как мне с ней сохранить отношения, при том, что она так себя ведет? Элементарно. Дорогая, вы не вместе с мамой, надеюсь, живете? Нет, я в 15 лет вылетела из дома с большой радостью. Это далеко уехала в другой город. Дорогая мама, я тебя люблю. И говорить мы будем так, как мне приятно. Как мне неприятно, мы говорить не будем. Например, ты начинаешь меня опускать, критиковать, мы на этом разговор заканчиваем. И так, мама, до тех пор, пока ты не научишься с уважением относиться к родной дочери. Что будет после этого? Мама же не железная, маме сколько лет? Маме уже 7-й десяток, и меня очень тревожит, что она очень обижается на мои эти замечания. Ничего, обидится и обидится, ничего страшного. К сожалению, эту процедуру придется пройти. Мама сначала не поймет, может сплакнуть, может бросить трубку, может сказать, как ты с матерью разговариваешь, может вообще перестать звонить. Вы должны здесь проявить твердость характера. Потом звонок такой. Кто у вас вообще первый звонит, вы или мама? Обычно. Мы выстроили такую систему, что то я, то она. Она звонит и начинает нести какую-то пургу неприятную для зрения и слуха. Да. Мамочка, целую, я побежала, мне надо идти, и кладете трубку. Вежливо так, ласково, нежно. Мама опять звонит. Да ты вообще, мама, пока. И кладете трубку. Да вообще дура, кончи. Мама, я тебя целую, давай как-то другой раз. Притом вы не говорите, я тебя просила, ты же мне обещала, я тебе все... Не надо вот этого. Вы ее жестко вот так вот дрессируете. Я вас уверяю, через месяц мама поймет. Помните, была такая детская игра, да и нет, не говорить, черно-белый не называть. Это будет прямо эта игра. Мама будет точно знать, будет ходить как по минному полю, что вот это не трогать, ребенка своего не дергать, замечания ребенку не делать, и так далее. Потому что мама же хочет с вами общаться, правильно? Она сама обижается, что даже... Да вот она просто говорит разрывом отношений, просто говорит, понятно, я тебе не нужна, я одинока и так далее. Здесь правило номер 4. Не отвечай, когда тебя не спрашивают. Это манипуляция, это провокация. Я поняла, я тебе не нужна, я одинока и так дальше. Это же не вопрос, правильно? Но если вам это разговор не нравится, говорите, мамочка, давай поговорим в среду. Мама реально начнет понимать. Я имею опыт, это не просто я вам сейчас на ходу придумываю, а я имею опыт с реальными людьми, потому что хуже всего обижаться на маму всю жизнь. И всю жизнь не иметь возможность вообще наслаждаться жизнью, потому что я вам честно скажу, как это было на лекции «Все о моей матери», люди, которые находятся в претензиях и в обидах с родителями, они не могут получить полное удовольствие от жизни. Это да. Никогда. И ни с кем. И уж тем более сами собой. А тут вы будете с мамой прекрасная взрослая дочь. Вам сколько лет? 26. 26. И пожилая мама.
И мама дочку уважает, мама дочку любит, потому что дочь у них ремень. И мама чувствует себя не мамой, в этом смысле, как будто ей 35 лет, да, а вам 9. А она чувствует себя пожилой женщиной, у которой есть прекрасная дочь, которая в обиду себя не даст, но на дочь можно положиться. Там вообще другие отношения, понимаете? Но от вас требуется твердость. На лекции, которую я вел, значит, была женщина, которая сказала, что мать с ней не говорит уже 5 лет. Ого. А слушайте, что дальше будет. Мама, скорее всего, у всех детей умирает раньше, чем сами дети. Так природа устроена, понимаете, да? Родители. Мгм. И вот страх того, что они так никогда не поговорят до ее смерти, ее мучает. И я говорю, да, пожалуйста, хотите, звоните вашей маме, но мама, скорее всего, просто опять пошлет. И здесь вопрос страхов. Здесь вы должны знать, ну, мама еще у вас молодая, правда, но вы уже можете начать напрягаться, а как же так, мама уже в возрасте, сейчас она обидится, как же мне с ней быть? Это страхи, это вы боитесь, как будто вам 5 лет, а мама на вас там посмотрела, знаете, так вот с неудовольствием, а вы уже дрожите. Это вот сейчас продолжается эта же история, хотя вам уже 26. Поэтому, если вы страх преодолеете, вы можете наладить отношения с мамой через сначала ее обиду, а потом уважение к ребенку и понимание того, что это взрослый человек, и с ним надо считаться. Я достаточно подробно рассказал? Да, я надеюсь. Я вам желаю успехов. У вас получится. Главное, не бояться. Друзья мои, вот совсем длинные сообщения я стараюсь не читать, потому что у нас, как говорили, в школе не изба читания. Здравствуйте, Михаил. Я хотела бы узнать, что может быть причиной синдрома приобретенной беспомощности и как от него избавиться. Замечаю, что все больше не могу справляться с обычными, простыми вещами. Повторить движения простые на уроках танца, водить машины, т.д. Влада, Москва. Выученная она называется беспомощность. Это как только что вот женщина рассказывала, вот такое отношение родителей, которые говорят, да у тебя ничего не получится, да не лезь ты, да что ты в этом вообще понимаешь, да куда ты лезешь? Вот это в результате у ребенка примерно к 8 годам формирует полное нежелание реально куда-то лезть и что-то пытаться понять или сделать, потому что, как сказал поэт, если птице отрезать крылья, если ноги отрезать птице, эта птица летать не сможет. И вот выученная беспомощность — это как раз обезноженная и обескрыльенная птица, которая не верит в то, что у нее что-то получится, что она что-то умеет, и то, что она хочет сделать, вообще имеет какие-то перспективы. Дорогие родители, вы должны всегда поддерживать своих детей. Михаил, добрый день, мне 28 лет, стабильных отношений нет уже 4 года. В последнее время перестал искать светлую, чистую книжную любовь. Обычно книжная любовь не светлая и не чистая, а так как раз чистый невроз. Живу в свое удовольствие, знакомлюсь с мужчинами, провожу время. У меня может быть несколько разных партнеров. Тут Вера решила похвастаться. Как только понимаю, что мужчина меня цепляет больше, чем на один раз, бегу от этого мужчины. С чем это связано? Как избавиться от этого и перестать играть собаку на сене? Для этого надо быть в себе уверенным и не бояться остаться одной, что там у тебя что-то не получится и так далее. То есть люди, которые боятся, что их там не полюбят, что их бросят или передадут, они теряют доверие, и получается то, о чем пишет Вера. Продолжаем. Я обещал рассказать историю. Давненько это было. Сижу я у себя на приеме в консультации. Заходит девушка, и вдруг я чувствую, что она не просто вот мне нравится, она еще и похожа на мою бывшую подругу. Притом вся похожа. Как она разговаривает, как она себя ведет. Ну вот все, голос, внешне, все похоже. Я даже не слишком думал о том, о чем он мне рассказывает. И когда, значит, эта консультация закончилась, я говорю, слушайте, девушка, я вам прямо скажу, вы так похожи на мою подругу бывшую, что давайте это самое, я денег с вас не возьму, но не за что реально деньги брать. Говорит, нет, Михаил, пожалуйста, я хочу вам заплатить. Говорит, ну хорошо, дайте тогда в следующий раз придете бесплатно. Так мы с ней договорились. Но перед этим я ей сказал, слушайте, а давайте мы по-другому сделаем. Хотите заплатить, доплатите. Пойдем, я вас на свидание приглашаю, прогуляем весь мой гонорар. А она говорит до этого, я никогда, вот как это вот девушка нам сейчас написала, да, я никогда не встречаюсь с теми, кто мне нравится. Она мне говорит, я никогда не имею отношений с мужчинами, которые мне нравятся. Вот, и я на свидание с вами не пойду. Ну, типа, вы мне, видимо, нравитесь, поэтому я не пойду. А у меня, к сожалению, тоже проблема. Я не могу 2 раза одно и то же говорить.
Это противоречит моим правилам. Ну, вот весь, собственно, рассказ, а у нас звонок. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Оксана. Михаил, сегодня тема про невротические отношения, правильно? Точно. Вот. Можно мне вот задать вопрос? У меня невротические отношения Так, с бывшим мужем. так. В общем, мы никак не можем договориться насчет того, когда он будет забирать детей. Вот. И дело в том, что я работаю над тем, чтобы вот повысить свою самооценку. И вот в одной ситуации последней я не могу разобраться. Вот, то есть дело ли в том, что у меня низкая самооценка, и я сомневаюсь в правильности своего решения. Или я на самом деле... Вот конкретно, в чем там проблема, расскажи. Ну вот конкретно. То есть он хочет забирать детей тогда, когда вот он хочет. А вы когда дело в хотите? том- Нет, дело в том, что мы живем в другом городе. Так. Вот, и забирать это очень далеко, то есть там на поезде сутки. Вот. И он, например, когда он звонит и говорит, я вот хочу забрать детей. Ну вот, там, несколько дней назад. То есть забрать детей это на месяц. И я сказала, ну, дети готовятся там к утреннику новогоднему в садике. Давай после утренников. Дети ждут там Дед Мороза и так далее. А он говорит, нет, я хочу забрать вот сейчас, когда я захотел. Я Почему вас должен понял. забирать? Давайте, у нас минута осталась, я должен вам же ответить на вопрос, правильно? И вот я ему сказала, да, решение. Соответственно, негативная была реакция с его Я стороны. понимаю. И теперь я сомневаюсь в том, а правильно ли я Вы делаю. правильно, только есть другая история. Я много лет этим занимался, у меня еще и юридическое образование, занимался как раз составлением мировых соглашений. Это называется о порядке осуществления родительских прав родителям, проживающим отдельно. Вы меня слышите, да? Да. Значит, вы должны четко объяснить, что каждый год в одно и то же время, в одни и те же периоды он забирает детей. Вы можете с ним сесть, согласовать вместе, что это не может быть перед Новым годом, потому что они готовятся сейчас в саду, потом в школе, плюс Новый год, праздник семейный, дети должны у себя дома. Там, 1 января, пожалуйста, бери на месяц. Летом есть какие-то периоды, когда есть праздники или есть каникулы и так далее. Пожалуйста, ты берешь тогда, когда это удобно. Это не на 1 год, это до 14-летнего возраста делается. Потому что после 14 лет дети сами регулируют свои отношения со взрослыми по Семейному гражданскому кодексу Российской Федерации. Поэтому вы скажите, это не моя прихоть, я выступаю как раз в интересах детей. Детей нельзя брать и срывать с каких-то планов намеченных детского сада и так дальше. И вы должны с ним найти общий язык и хотя бы устно договориться о том, что это дает предупреждение, во-первых, за неделю, во-вторых, в строго определенное время и так далее. Друзья мои, я надеюсь, вы все поняли из сегодняшней программы. Если вас не устраивают отношения, помашите партнера ручкой, и мне помашите ручкой, если вас не устраивает. Но я, правда, вернусь все равно в следующий вторник. Пока.